Добрый день. Сегодня я с утра пораньше встал, я один сегодня остался. У меня целый день свободный, я решил на море не ехать и пойти прогуляться. Мы сейчас находимся в храме Большого Будды. Его же называют храм Золотого Будды, Будда Маунт. Храм был построен в 1976-77 годах. Будда изначально был золотым, он был гораздо меньшего размера, но так как люди везде люди, криминальный мир не дремлет, и были попытки покушения на золото этого Будды, так получилось, что было принято решение его покрасить звездкой, довольно толстым слоем. То есть там люди, которые там 10-5 лет назад еще сюда приезжали, они видели, что там с горы его можно было там с причала увидеть. Он был белый. Только относительно недавно его решили покрасить в золотой цвет. Ну, это нисколько не ухудшило, наверное, даже улучшило такой культурно-этнический образ этого места. При входе по большой лестнице вас встречают такие ступени, по бокам окаймленные изображениями морского духа. Слева и справа от вас вы увидите небольшие лавочки. Там вы можете купить обрядовые, культовые какие-то знаки, которые можете использовать дальше здесь. То есть там свечи, кулоны, не знаю, там цветы. А как добраться? Вроде бы сказали, тук-туки не ездят, и автобусы там тоже какие-то, поэтому я не стал запариваться. Взял обычного мопедиста. Ценник, ну вот я примерно недалеко от Волкин-стрит стартовал, 50 бат. Атмосфера умиротворяющая, такая, знаете, везде пахнет благовониями, очень тихо. Это не центральный храм Паттайи, центральный храм находится недалеко от Волкин-стрит, и вы его там очень легко найдете, особенно вечером, по количеству напротив стоящих на остановке китайцев. Там еще паркуется, кстати, рядом белый тук-тук, который идет вверх туда на Сухомвит, если кто-то там живет. Он, получается, если стоять лицом к Сухомвиту, а спиной к Волкин-стрит, с левой стороны, если кто-то хочет зайти. По поводу дресс-кода, как сюда приехать. Главное для женщин, это вот обязательно для женщин, закрытые колени, закрытые плечи. Для мужчин, ну, желательно майка. По поводу шорт меня никто не остановил, ничего никто не сказал. Я еще спросил, показал на колени, они рукой махнули, иди, ничего страшного. Это в большей степени для верующих тайцев работает. Там, конечно, есть строгие правила, но для нас не совсем это работает. Также при входе продаются клетки с птицами. Это такой древний буддийский символ. Когда вы отпускаете птицу, вы зарабатываете, ну, мягко говоря, такой, знаете, небольшой бонус к своей карме для следующей жизни. Для русского менталитета это достаточно странная традиция, потому что непонятно, зачем сначала птицу ловить, а потом ее выпускать. Птички такие маленькие, я их ткачихи называю, ткачики. Вот, у нас они на юге России водятся, а здесь, ну, или похоже, во всяком случае, что-то из этого рода. Вообще для женщин это такое знаковое место, особенно те, которые увлечены эзотерикой. Наверное, я думаю, будет очень любопытно сюда попасть. Тут, кроме этого, еще вы можете спуститься вниз, повернуть и попасть в китайский парк. Он очень небольшой, но очень красивый. Тут есть где пофотографироваться, есть обзорные площадки. В общем, совершенно фактически бесплатная экскурсия. Она такая не однодневная, а полудневная.
Вот сзади от меня храм. Если вы видите, там за плечом сидит человек, и к нему можно подойти, он вам даст розовый конвертик. Ну, вы туда положите свои жертвоприношения. Обычно там это около 20 бат. Он вам покажет, к какому монаху подойти. Ну вот я подошел, там уже сидело несколько человек, тайцев, которые делали жертвоприношения, просьбы какие-то и так далее. Он провел маленькую молитву. Я подошел отдельно уже. Потом он меня благословил. Вы загадываете желание какое-то, если хотите, конечно. И он вам повязывает на правую руку небольшую веревочку белого цвета. Вот считается, что когда эта веревочка потеряется, либо оторвется, ваше желание исполнится. Поэтому, если кто-то здесь будет, не пожалейте 20 бат, просто сделайте небольшое пожертвование, во всяком случае, на поддержку этого храма. Еще одной небольшой традицией здесь является проход по периметру. Вот вы видите здесь с этой стороны колокола. Можно пройти справа налево и постучать во все колокола. Это тоже помогает буддистам во внутреннем очищении. Я просто решил прогуляться без звона дополнительного. Ну, тут в любом случае красиво. Это такой маленький парк. В парке стоят маленькие пагоды. Это, видимо, какие-то жертвенные комплексы. Кто-то строил на свои частные деньги. Здесь, как у нас это принято, знаете, ставить часовенки на свои собственные деньги. Ну, тот, кто читал Рамаяну, допустим. У тайцев есть своя версия Рамаяны. Они ее с санскрита как-то там переводили, когда, не знаю. Но если кто читал Рамаяну, тот помнит, что Будда довольно долго просидел под деревом и ментально сражался с демоном. Вот в той позе, в которой он сидел, медитировал, сейчас Золотой Будда изображен. Мы спустились вниз. С правой и с левой стороны вокруг храма находится, это называется китайский сад. А вот именно эта часть называется Тай Непал Буддист Темпл, то есть тайский непальский буддийский храм. Все остальные выполнены в классической форме, а вот этот вот больше похож на непальский вариант. Если спуститься от храма ближе к городу по дорожке, то вы попадаете в китайский парк.
на самом деле он сейчас закрыт. Вот. То ли, наверное, не туристическая зона, то ли еще что-то. Но я так переполз через перила. Очень хочется на это все посмотреть. Говорят, тут обитают черепахи карпюкои. Вот сейчас я это найду, постараюсь. Парк довольно-таки красочный. Вот. И людей вообще нет, потому что он закрыт. Ну, явно тут просто грязь, мусор, он довольно давно не используется. И все стоит, людей вообще нет. Но от этого он становится еще более интересным. Как мой говорит сын, заброшка. Меня, видимо, сверху вообще не видно. Поэтому ходить здесь одно удовольствие на самом деле. Когда ты попадаешь в вот полностью дикое место, без людей, без никого. Единственное, что если будут камеры, конечно, это меня увидят и сейчас появятся вопросы ко мне. Ну, я думаю, проскочим. Место очень интересное. Советую посетить. Сейчас покажу вам его более подробнее. Парк рассчитан, видимо, только на китайских туристов, потому что это какие-то маленькие копии, допустим, там дворца Конфуция, Королевского дворца, там какой-то пагоды, Джонсон Гарден. Это все заросшее, тут давно не убирали, прям явно давно, и тут давно не было людей. Тем не менее, это же для нас большой плюс. Мы можем увидеть то, чего другие увидеть не в состоянии.
Если выйти от китайского сада, то практически метров через 50 вы увидите поворот направо. Это вход в местный парк. Он уже более облагорожен. Здесь такое место для отдыха местных. Сейчас вот обед, людей вообще нету. Я так думаю, сюда редко вообще кто-то из туристов заходит, потому что все обычно, наверное, садятся на мотобайки либо такси и уезжают. А здесь парк довольно-таки большой. Можно гулять и гулять. Птицы, бабочки, белки. Это из живности, которых я заметил. И очень тихо. И этот парк идет вниз, витиевато, вот так по всей горе и выходит ближе уже ко второй улице, от которой вы можете спокойненько дойти до Волкин-стрит. Тут буквально 2-3 квартала. Вторая часть выходит на смотровую площадку. Тоже для тех, кто интересуется. Вообще рекомендуют сюда приезжать после обеда. Говорят, не так жарко, типа тень будет и так далее. На самом деле все это полная профанация. Место открытое, тени здесь не будет. После обеда, ну, может быть, к закату, это единственное, да, там кто-то будет ехать с парома Кулана, можете взять мототакси, мотобайк за 50 этих. Ну, единственное, кто-то, если вечером после Кулана будет ехать, вот возле пристани может взять мотобайк и где-то там 20-50 бат может сюда доехать, погулять. Но это если он не будет изможден отдыхом активным на Кулане.